Снова здравствуйте, дорогие друзья и случайные гости моего канала. Сегодня мы с вами продолжим нашу экскурсию по Харцу и посетим город Гослар. Это был первый город, который мы посетили во время нашей поездки. Короткие видео из Харца я начала выставлять на канале еще во время поездки, а теперь пришло время познакомиться подробнее. Мы были в Харце всего 4 дня, но благодаря составленному заранее плану мы успели посетить достаточно много мест. Итак, день первый. Гослар. Всего в нескольких шагах от центра на холме возвышается бывший центр правителей Императорский дворец Кайзерпфальц. Это внушительное романское здание принимало в своих стенах императорский двор и императора, но ни один город не мог обеспечить круглый год весь императорский двор, и поэтому император со своим двором переезжал из города в город, как кочевники, да. Этот дворцовый комплекс в Госларе принадлежит к эпохе Генриха III. Он был построен в 1005-1015 годах. Уже в 1050 году он приобрел такой вид, как сейчас. Вот на табличке это как раз написано. И был уже реставрирован, восстановлен в 1868-1879 годах. Сегодня в здании Императорского дворца расположен музей. Но мы из-за ограниченности во времени не посетили музей. Мы хотели в этот день посетить другой музей, который представлял для нас больше интересу, но, к сожалению, нам это не удалось, поскольку был праздничный день и не все работало так, как всегда. Средневековая торговая столица и центр власти германских императоров Гослар с более чем тысячелетней историей до сих пор остается заметным с различных сторон. Великолепный императорский дворец, остатки средневековых городских укреплений, многочисленные церкви и хорошо сохранившиеся красочные фахверковые дома приглашают нас окунуться в прошлое. Старый город Гослар вместе с рудником Рамельсберг и системой водоснабжения Верхнего Гарца является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Горы Гарц были важным районом добычи руды со времен Римской империи. Поэтому здесь и возникли поселения, в которых добываемая руда перерабатывалась в металлы. Самые ранние свидетельства добычи и выплавки руды Рамельсберга могут быть датированы III веком нашей эры. При Генрихе II центром становится императорский средневековой замок. Позднее при Конраде II возводится часовня Девы Марии, но она не сохранилась к XXI веку. При правлении Генриха III его любимый Пфальц в Госларе превратился в центр империи, и начинается расцвет города. Именно во время его правления строятся многие каменные здания, в частности, заканчивается возведение императорского Пфальца, строительство церкви Симона, святого Симона и святого Иуды. С 1081 по 1802 годы Гослар имел статус имперского города. В XII веке город примерно достиг размеров сегодняшнего исторического центра, так называемого Старого города. Бушевавший в 1136 году пожар уничтожил треть города, но город отстраивался заново. В XII веке Гослар и Рамельсберг стали пешкой в конфликте между Фридрихом I и Генрихом Львом. В последующей Госларской войне шахты были разрушены, из-за чего добыча полезных ископаемых была приостановлена до 1209 года. С правлением Генриха VI значение Гослара как Пфальца уменьшилось. Последний рейхстаг проходил здесь при правлении Фридриха II. Время Гослара как королевского дворца закончилось в 1252-53 годах.
В 1290 году городскому совету удалось сделать Гослар свободным имперским городом. В XIV веке свирепствовали эпидемии чумы в Европе, но погромов и других эксцессов здесь не было. Гослар пережил большой бум благодаря доходам от шахт и плавильных заводов. К 1511 году Совету города удалось стать единоличным владельцем всех шахт Рамельсберга. В XIV веке Гослар был одним из очень немногих городов, который мог обеспечить все участки подключения к водопроводу через систему деревянных труб, чтобы на кухне была водопроводная вода, а не приходилось таскать ее из колодца. В результате разгула баронов-разбойников и междоусобиц в XV веке Гослар расширил свои укрепления и до 1519 года участвовал в различных союзах и сам брался за оружие, чтобы защитить город. Около 1520 года Гослар был многообещающим городом. К тому же пиво Гослар превратилось в еще одну важную экономическую опору. И попытки герцогов брауншвейгских присоединить Гослар к своей территории, то есть как бы преобразовать его прямое правление как имперского города, было решительно отвергнуто жителями Гослара. Это происходило в 1582 году, в 1614 годах. Между 1530 годом, когда состоялся первый зарегистрированный суд над ведьмами, и 1657 годом около 28 человек стали жертвами охоты на ведьм в этом районе. А сейчас мы с вами подойдем к одной достопримечательности. Это дом Сименса. Сименс-хаус. Вот он уже виднеется красного кирпича на горизонте. Вот. Мы к нему подошли. Сименс-хаус – один из наиболее хорошо сохранившихся городских домов в Госларе. Красивый фахверковый дом в центре города, построенный в 1693 году купцом Гансом Сименсом в многофункциональном стиле. Он служил себе не только в качестве резиденции, но и в хозяйственных целях. Здесь была бакалейная лавка семьи Сименс. А сейчас хранится архив. Часть этой семьи основала впоследствии компанию Siemens. Гослар участвовал в войнах XVIII века только за счет налогов и расквартирования войск, поэтому в это время в городе не было разрушения от войн. Но в 1728 и в 1780-х годах в городе были большие пожары. Пожар 1728 года уничтожил приход святого Стефана вместе с церковью, которая была к 1734 году вновь построена на пожертвования. А в ночь с 22 на 23 марта 1780 года пожар опустошил рыночный район Дашухова, уничтожив более 400 домов. Это были не лучшие времена для города. После визита в 1777 году Гёте охарактеризовал город как имперский город, который приходит в упадок со своими привилегиями. В 1802 году Гослар был захвачен Пруссией, а в 1803 году город официально утратил свои привилегии имперского города. Город получил поддержку только благодаря сапожнику Фридриху Лампе, который с 1842 года открыл в Госларе известный травяной курорт. Среди его
спа-гостей была даже ганноверская королевская семья. Императорский дворец был отреставрирован в 1868 году и превращен в национальный памятник. Первая мировая война и последующие за ней потрясения замедлили это развитие. Вскоре после прихода Гитлера к власти город Госло стал витриной нацистской пропаганды. Кроме того, регион становился все более индустриализированным, и горнодобывающая промышленность развивалась, среди прочего, благодаря проекту Рамельсберг с использованием новых технологий. Кроме того, в эпоху национал-социалистов город был резиденцией компаний и учреждений, связанных с вооружением. Всего во время Второй мировой войны в городе и его окрестностях работало около 5000 человек из других европейских стран, большинство из которых были подневольными работниками. За этот период их рабочую силу использовала 61 компания. Госло пережил Вторую мировую войну без серьезных повреждений. Незадолго до того, как город был взят частями США в апреле 1945 года, городская администрация установила флаги Красного Креста и знаки с надписью «Город-госпиталь» на основных подъездных путях. 10 апреля 1945 года 329-й полк 9-й армии США начал вторжение в предместье города. В это время два представителя мэрии связались с офицерами американскими, и американцы потребовали прекращения боевых действий и вывешивания белых флагов. После телефонного контакта с мэром Гослера телефонная станция мэрии стала призывать граждан вывешивать в окна белые флаги. Подразделениям США удалось без боя продвинуться в центр города. В тот же день представители города завершили передачу Гослера американским офицерам в ратуше. В других частях Германии война продолжалась до начала мая. Окончательно она закончилась 8 мая безоговорочной капитуляцией вермахта, как вы все знаете. После окончания Второй мировой войны в 1945 году Гослер оказался в британской оккупационной зоне. С открытием границ в 1980 году и воссоединением в 1990 году Гослер снова стал находиться в центре Германии. А мы с вами подходим к рыночной площади в центре города Гослера. Это как бы в центре самого старого города центром является рыночная площадь. Там вот звонили колокола на часах. Мы сейчас подойдем поближе. А сейчас мы проходим мимо церкви. Вот слева от нас расположена церковь святых Косьмы и Дамиана. Но мы к ней подойдем потом. Даже зайдем внутрь, поднимемся на башню. И я скажу о ней подробнее. А сейчас мы подойдем ближе к часам, которые бьют, послушаем. Рыночная площадь является центром старого города. Эти колокола на часах звучат 4 раза в день, и куклы демонстрируют историю добычи полезных ископаемых на Рамельсберге. Это уже более поздняя достопримечательность. Горнодобывающая компания подарила их в 1968 году по случаю тысячелетия рудника. На рыночной площади также расположен фонтан, увенчанный орлом. Это герб города орел. Также ратуша и здание бывшей гильдии 1494 года вот с ярким красным фасадом. Это мы сейчас все увидим, когда выйдем на площадь.
Орел вообще это геральдическое животное императора империи. И Гослар носит этот герб, потому что в городе был имперский дворец с XI века. И, следовательно, это был имперской резиденцией, был имперским вольным городом, начиная с 1290-1340 годов. Орел также установлен в виде бронзовой скульптуры на фонтане, на рыночной площади, вот какой-то. Но это копия, оригинал находится в музее. Вот это здание гильдии красное, вот это вот красный фасад, бывшая гильдия, как я уже сказала, 1494 года. И с другой стороны, вот рядом находится здание ратуши с этими вот арками. Это старое здание ратуши. Там, кстати, внутри тоже можно зайти и посетить разные интересные места внутри. А мы с вами пройдем в рыночную церковь. За рынком находится церковь святых Косьмы и Дамиана, рыночная церковь, с двумя разными башнями. Вот доступна северная башня высотой 66 метров. И с вершины открывается прекрасный вид на город. Мы сейчас с вами поднимаемся как раз на нее. Это евангелическая лютеранская церковь, главная приходская соборная церковь города. Она была впервые упомянута в документах в 1151 году. Вообще истоки сегодняшнего церковного здания восходят к XI веку. Тогда там существовало предыдущее здание еще. Сегодняшнее западное крыло рыночной церкви возвышается как замок с двумя башнями. Вероятно, происходит от романской церкви. Две башни, они почти одинаковой высоты. Одна 66, другая 65,4 метра. Северная башня в современном виде была построена в 1593 году, после пожара, который был в 1589 году. Она как открытый фонарь с французским куполом. Внутри находится комната сторожа. В ночь с 14 на 15 июля 1844 года кровля церкви и обе башни пали жертвами сильного пожара, как и колокола. После реконструкции церковь была вновь освящена в 1849 году. Звонница расположена в средней части западной этой части церкви. В средней части расположена звонница. Мы вот сейчас к ней подошли, вот эта вот звонница. Там колокола висят. Есть 3 колокола 1848 года. Самый большой, названный Яханной, весит 6,8 тонны. Имеет диаметр больше 2,21 метра. Является одним из самых больших колоколов в Нижней Саксонии. Второй колокол зовут Кристина, и третий зовут Паулина. Также железночасовой колокол и четвертьчасовой колокол висят в открытом фонаре с северной башни, висели до 2016 года. А потом они были заменены на исторические бронзовые колокола. Ну, там 2 колокола, один бьет час, другой четверть часа. Там расположен часовой механизм, который отсчитывает время. Мы будем мимо проходить, мы, в принципе, не знали, что там на ступеньках какие-то надписи тоже. На каждой ступеньке прикреплена табличка с номером и с именем. Поскольку мы там не были на экскурсии, это было просто сами поднимаешься и смотришь, что мы не в курсе, что это за имена выбиты на табличках. Но на каждой ступеньке расположена табличка. Ну вот это вот как раз часовой механизм, который отсчитывает время от этих и приводит в действие колокола вот эти на башне, которые часовой и четверть часа. И мы были не в курсе, что там бьют колокола, и когда мы поднялись и смотрели по сторонам, внезапно ударил колокол, висящий у нас над головой, который мы сначала даже не заметили. Было очень громко.
Ну, как я уже сказала, церковь впервые упоминается в 1151 году. Там в 1295 пристраивалась, в 1336 увеличили ее до пятирядной церкви. В 1528 году реформация была в Госларе, и рыночная церковь стала евангелической. В 1535 пристроили ризницу и библиотеку. В 1573 был пожар в западной башенной части. В 1593 восстановили Северную башню с обзорной площадкой для пожарной и городской стражи. В 1844 пожар ведет к обрушению крыши, ее, которую вновь восстанавливают, как я уже рассказывала. В 1998 по 2000 это был последний ремонт внутри церкви проходил. Ну вот, мы как бы с вами любуемся на город. С 60-метровой высоты. Вот этот Шухов вот был, вот этот как раз рыночная площадь, где часы и гильдия, видно было, находятся. Всевозможные тоже церкви, старые дома. Давайте полюбуемся на город Гослар. Вот и, кстати, дворец императорский тоже видно отсюда. А за дворцом, кстати, находится этот Рамельсберг, на котором этот рудник расположен. И вот вы видите последнюю ступень. При спуске это первая ступень, 231. То есть всего тут 231 ступенька была на башне до самого верха. Ну, не так уж и много. А мы с вами снова возвращаемся на улочке нашего старого города с его фахверковыми домами. Вот это рядом тут находится как раз ближайшая площадь, самая старая площадь Гослара, старейшая, это Шухов, то есть обувной двор, если перевести дословно. Тут кругом многочисленные старые дома, у каждого дома своя история. В непосредственной близости от императорского дворца Генрих III решил построить коллегиальную церковь. Это здание впервые упоминается в документах 1047 года. В 1150 году в соборную церковь имени Симона Иуда были внесены уже значительные изменения, и перед северным главным входом был построен вот этот вестибюль. В начале XIX века был период политической неопределенности и финансовых трудностей, и церковь была продана на слом. И с 1819 года она использовалась мастером каменщиков как резервуар, из которого он брал стройматериалы, в зависимости от ситуации с заказами. И в 1822 году от церкви ничего не осталось, кроме притвора.
Генрих Гейне, полный ожиданий, посетивший Гослар в рамках своего путешествия в горы Гарц в 1824 году, с разочарованием писал: «Мы живем в знаменательное время. Тысячелетние соборы сносятся, и императорские кресла брошены в кладовые». Сразу за императорским дворцом находится гора Рамельсберг, высотой 635 метров над уровнем моря. Данные археологических раскопок позволяют утверждать, что уже в IV-III веках до нашей эры на Рамельсберге вели добычу полезных ископаемых. Хотя первое документальное свидетельство существования рудника относится к 1968 году. Первоначально здесь добывали серебро, после этого медь, а еще позже свинец. Рудник был истощен только к 1980 году, и шахта была окончательно закрыта в 1988 году. Благодаря усилиям отдельных граждан и органов охраны памятников, шахту удалось сохранить почти в первозданном виде и превратить в музей. Бывший рудник стал первым промышленным памятником Германии, объявленным ЮНЕСКО объектом всемирного наследия в 1992 году. Сегодня комплекс состоит из большого музея и шахты для посетителей. Мы хотели их посетить, но, как я уже говорила, был праздничный день и музей не работал. На этом заканчивается наш первый день поездки. Мы добрались наконец до домика дачного, в котором мы будем ночевать. Эти дни, когда мы будем в Харце. Будем, да, дымом пахнуть. Я только отмыла от дыма волосы. Ну что ты мой телефон не принесла? Будешь перекидывать. Сейчас пойдешь возьмешь, что какие эти. Так это халунда или не халунда? Халунда, да? Да Халунда это, ты что? Я думаю, что как вкусно пахнет. Ну мы же с тобой собирались же ее ездили. Там надо, оказывается, 5 кустиков, а мы с тобой, блин, 3 пакета набрали. Деревни. Ну, заготовились. Многие говорят, что когда слушают, я рассказывали, тебе просто повезло, что потому что мы говорим, что если это процесс пошел, то это все, на самом деле надо было. И я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Продолжение ждет вас в ближайшем будущем. До новых встреч. Всем мира, добра и всего самого наилучшего. Пока-пока.